Icy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре поговорим об очень интересных гибридных наушниках от компании EPZ стоимостью $200. И приходят они в очень приятно оформленной коробке. На лицевой части здесь есть изображение самих наушников и логотип компании EPZ. А уже сзади указаны технические характеристики и написано название этой модели 620. И за звук в этих наушниках отвечает целых 6 арматурных излучателей, 2 из которых используются на низких частотах, и они от Knowles, а остальные 4 это кастомные излучатели от компании EPZ. Чувствительность составляет 112 дБ, и они получили сопротивление 41 Ом. Теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Отличный фирменный кейс. Набор разных силиконовых амбушюр. Щеточка для чистки наушников. Хороший кабель с коннекторами MMC-X и штекером на 3,5 мм джек. Фирменный мешочек, сертификат качества и различные карточки с информацией по этому продукту. Наушники полностью выполнены из смолы с красивой лицевой панелью, дополненной 2 логотипами компании EPZ на обоих наушниках. А тут располагается разъем MMC-X для подключения комплектного кабеля, и рядом находится надпись с названием этой модели и указан серийный номер. И конечно тут есть маркировка канала. И так как внутренняя часть тут прозрачная, то можно увидеть абсолютно всю внутреннюю красоту этих наушников. Вот они, те самые более крупные драйвера от Knowles, отвечающие за низкие частоты, дополненные небольшими арматурными кастомными излучателями от EPZ. А звуковод тут меня прям поразил, так как он очень небольшой и выполнен из металла, и имеет лишь небольшой бортик для фиксации амбушюр и защитную сеточку. И когда я получил эти наушники, я думал, что ну все, эти наушники точно будут плохо держаться у меня в ушах, но на деле все оказалось совсем иначе. С этими наушниками я получил такую глубокую посадку, что я, честно говоря, даже задумался, может мне наоборот больше подходят наушники вот с таким небольшим звуководом, чем различные более широкие варианты, которых сейчас на рынке ну просто масса. В общем, ребята, подумать тут действительно есть о чем, так как звукоизоляция у этих наушников просто превосходная, а посадка такая, что я будто получил вот эти кастомные наушники, изготовленные специально под меня, и наверное это были одни из самых удобных наушников, что у меня вообще когда-либо были. В общем, в этом плане тут реально все отлично. Но приобрести эти гибридные наушники вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании EPZ, и на них еще ровно 3 дня действует скидка, поэтому вы сможете приобрести их по более приятной цене. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники EPZ 620. Вот так выглядит график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 5 дБ с плавным переходом к области нижней середины, за счет чего здесь появляется дополнительный вес у вокальных партий и добавочная теплота у инструментов, то есть какой-то легкости в подаче средних частот тут точно нет. А после мы видим небольшое усиление ближе к 2 кГц и в целом заметное ослабление области верхней середины относительно моего таргета. И это сделало звучание наушников более нейтральным, менее энергичным и даже расслабленным. И тут они мне прям напомнили наушники Tanzu Neja. Вот это крайне похожая у них подача в области средних и низких частот. Ну а вот высокие частоты тут, конечно, не рекордно продолжительные, так как они очень плавно затухают после 13 кГц. Но с другой стороны, тюнинг наушников тут очень понятен. Я предполагаю, что настраивали их как очень нейтральные, теплые, аккуратные и неяркие наушники. И на выходе получилось комфортное, теплое и немного притемненное звучание. При этом похвастаться этим наушником есть чем, поэтому давайте разберем их звучание более подробно. Бас в этих наушниках впечатляет в первую очередь своей сбалансированностью и четкостью. Сабасовая область подчеркнута довольно аккуратно для создания достаточно глубокого и насыщенного звучания, которое даже немного чувствуется физически, но при этом остается тут все под контролем, без какого-либо затмевания других частот. Но, ребята, учитывайте точно, что это не басхедные наушники, поэтому ожидайте
ожидать здесь огромную горку раскатистого динамичного баса точно не стоит. Но зато вот ударные инструменты в этих наушниках звучат достаточно уверенно, с хорошей текстурой и естественным затуханием для арматурного излучателя, что создает как раз ощущение присутствия и добавляет эмоциональности и некоторой вовлеченности в музыку. А вот мидбасовая область настроена так, чтобы не перегружать общий звуковой баланс, а просто плавно придать звучанию необходимую теплоту, добавить объема и веса без излишней размазанности и акцентированности. И такая аккуратная подача особенно хорошо подчеркивает как бас гитары, так и синтезаторные басы в электронике, так и, конечно, оркестровые низкочастотные брасовые партии. Ну и динамика низких частот тут выражена отлично, переходы между ударами барабанов и гулким басом в электронных жанрах четкие, с очень быстро подчеркнутой атакой, и именно это делает EPZ 620 универсальными как для музыки с насыщенной басовой основой, так и для треков, где важна умеренность и аккуратность в этой области. При этом всем низкие частоты в этих наушниках безусловно не перегружают общее звучание, они скорее просто служат надежным фундаментом, на котором и выстраивается остальная звуковая палитра, оставляя место для выразительных средних и комфортных высоких частот. И вот как раз среднечастотный диапазон в EPZ 620 раскрывается с особой теплотой и естественностью, что делает их звучание особенно приятным для вокальных и инструментальных жанров. Нижняя середина, как я и сказал ранее, имеет небольшой добавочный легкий акцент, придающий звуку объем и насыщенность. Это особенно будет заметно на таких инструментах, как виолончель, фортепиано или гитара, где слышны довольно натуральные резонансы и богатая текстура, а голоса с низкими оттенками, будь то это мужской вокал или глубокий женский альт, звучат выразительно и очень эмоционально, но без явного ощущения вот этой сухости или излишней стерильности, как в некоторых очень мониторных моделях. И мне прям понравилось, как здесь сохраняется вот этот нейтральный баланс, когда наушники передают звук с минимальными окрасками в области средних частот, позволяя каждому инструменту звучать в своей естественной тональности без какой-либо добавочной насыщенности. И это как раз особенно важно для акустической или классической музыки, где важно сохранить ясную натуральность инструментов. Да и гитарные партии звучат прям чисто, с отчетливо проработанными деталями, а вокал очень аккуратно выделяется на фоне микса, без излишнего подъема, так как область верхней середины в этих наушниках находится тут под абсолютным контролем. Причем верхняя серединка тут довольно прозрачная, да, может чуть менее воздушная, чем мне бы хотелось, но зато вот она тонально очень приятная, гладкая и тепленькая, и избегает вообще какую-либо резкость или чрезмерную агрессивность в своей подаче. И именно это делает звучание комфортным для длительного прослушивания, так как что скрипки, что духовые инструменты, да и женский вокал звучат без какого-либо выпячивания, просто сохраняя свой естественный тембр. Поэтому, как по мне, средние частоты в EPZ 620 это буквально идеальное сочетание точности и музыкальности. Эти наушники где надо хорошо подчеркивают тональные нюансы, добавляют небольшую теплоту и объем, оставаясь при этом очень нейтральными в своей подаче. И именно такая настройка делает наушники подходящими как для аналитического прослушивания сложных аранжировок, так и для наслаждения мелодичными жанрами, где главная роль отводится вокалу или инструментам. А высокочастотный диапазон в EPZ 620 настроен с явным акцентом на комфорт и детальность, что делает их звучание мягким, не супер техничным, но при этом достаточно информативным и прозрачным. Самые верхние частоты в этих наушниках, как я и сказал ранее, притемнены, что означает отсутствие каких-либо резких пиков или избыточной яркости в этом диапазоне. И это делает звучание наушников очень приятным буквально на каждый день, так как ничего излишнего не перетягивает здесь на себя внимание и не напрягает ваш слух, что, как по мне, довольно важно для любителей вот такой вот подачи. Да и треки с насыщенными высокими частотами, такие как струнные оркестры или записи с живыми ударными, звучат пускай и немного приглушенно, но без потери общей музыкальности и ясности. И несмотря на вот эту притемненность подачи, высокие частоты сохраняют вполне хорошую детализацию. Такие тонкие звуки, как звон колокольчиков, перкуссия, различные остаточные послезвучия передаются четко и естественно, не теряясь в миксе. Конечно, без явных рекордов, как у наушников с более продолжительными высокими частотами, но тем не менее не забывайте, что тут совсем другая подача и подход к тюнингу, поэтому это абсолютно нормально. И меня радует, что вот
вот этот переход от верхней середины к высоким частотам выполнен тут очень плавно, что исключает какие-либо резкие скачки в тональности. И такое решение позволяет избежать утомляемости при прослушивании треков с ярким верхним диапазоном, так как вместо акцента на самых верхних частотах наушники предлагают более мягкую и сбалансированную подачу, которая просто хорошо вписывается в общую теплую тональность. Но я отмечу, что энергия высоких частот ощущается в достаточной мере, чтобы подчеркнуть различные нюансы, но без излишней резкости. Это особенно заметно в таких жанрах, как джаз или акустика, где важна сохраненная звонкость тарелок и яркость духовых инструментов. И наушники передают эти детали естественно, но без какого-либо агрессивного выделения или дополнительной добавочной остроты звучания, как это бывает в очень ярких наушниках. Я думаю, что высокие частоты в EPZ620 это идеальное сочетание в первую очередь деликатности и комфорта. Они позволяют услышать достаточно мельчайшие нюансы записи, при этом избегать какую-либо избыточную резкость. И такая настройка делает их отличным выбором для слушателей, предпочитающих естественное и ненавязчивое звучание верхних частот. И, конечно, стоит сказать, что эти наушники предлагают умеренно широкую звуковую сцену, создавая просто естественное ощущение пространства без искусственного увеличения размеров. Звуковая сцена передается сбалансированно, с хорошим чувством глубины и достаточно точным позиционированием инструментов, а ширина звуковой сцены очень хорошо впечатляет для гибридных наушников в этом классе, так как пространство звучит так, как будто слушатель находится в небольшой, но хорошо акустически обработанной комнате. Инструменты и вокал распределяются в панораме с четкой локализацией, но без излишнего растягивания, что позволяет сохранить вот эту необходимую и естественное звучание. В общем, звуковая сцена в этих наушниках создает уютное и проработанное пространство, которое не кажется каким-то слишком зажатым или чрезмерно широким, и благодаря сбалансированному сочетанию ширины, глубины и детальности эти наушники идеально подойдут для разных жанров музыки, от камерных аранжировок до уже более масштабных произведений. А вывод у меня получился таков: EPZ620 это очень хорошие шестидрайверные гибридные наушники с исключительной точностью в звучании и крайне мониторной, выдержанной ровной подачей звучания. Такого тюнинга у наушников я давно не встречал, так как они очень нейтральные, теплые, с небольшим количеством текстурного баса, увлекательной тембрально достоверной серединкой и очень гладкими и плавными высокими частотами. И если вам нравится такая неутомительная и очень комфортная подача, то эти наушники я для вас смело рекомендую к покупке. А ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!